Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Германия приступила к проверке проходящих мимо танкеров в Балтийском море на наличие страхового покрытия от ущерба, связанного с разливом нефти. И, естественно, это делается в поисках так называемого теневого флота, и Германия присоединилась к нашим известным прибалтийским тиграм, Дании и прочим странам. Александр, такой вопрос. А неужели эти страны не понимают, что если оборот теневой нефти уменьшится, то платить будут больше они? Да, давайте следующие два момента обозначим. Я сейчас проговорю ряд предпосылок, которые вот привели к этой ситуации. И каких-то однозначных выводов из этих предпосылок мы сделать не сможем. К сожалению, нельзя сказать, они это делают вот потому-то. Я сразу оговариваюсь. Дальше будут, вот если я делаю какие-то выводы, это выводы с пометкой «предположительно». Угу. Вот, а теперь два обстоятельства. Обстоятельство первое. Что такое теневой флот? Теневой флот – это термин, который мы зачем-то подхватили и используем вслед за нашими западными партнерами. Кавычки на каждом слоге поставил, если вы заметили. Так вот, наши партнеры, все так же в кавычках, используют этот термин, подразумевая некие компании, вот если абстрагироваться от каких-то коннотаций, от каких-то пояснений, от каких-то финтифлюшек, которые вокруг этого термина навинчены, но о финтифлюшках мы еще поговорим сейчас, то, по сути, теневой флот – это флот, находящийся за пределами западной экосистемы морских перевозок и занимающийся перевозкой российской, иранской и венесуэльской нефти. Все. То есть каких-то определенных характеристик за пределами вот того, что я сейчас обозначил, на самом деле не существует. А теперь о финтифлюшках. Если посмотреть западные издания, если посмотреть выступления ряда западных политиков, если посмотреть аналитику, которую пишут в том числе европейские, американские компании, то мы увидим следующие характеристики, которые обозначаются либо, если вы политик, просто как вот так вот, либо если вы исследователь, который, все-таки за что-то отвечает, в отличие от политика, то вы делаете оговорки, что, это риски, а именно, проговаривается следующее, что вот этот теневой флот – это флот, который принадлежит каким-то непонятным компаниям, зачастую компаниям-однодневкам. Это правда, кстати. Есть там компании-однодневки, что поделать. Время непростое. И эти суда старые, эти суда не застрахованы. И куча рисков из-за того, что суда старые и не застрахованные, возникают в связи с возможными разливами нефти, компенсацией платы за эти разливы и прочее, прочее, прочее. Это то, как подается характеристика этого теневого флота у них там. И мы вслед за ними там к себе тянем вот эти коннотации. Теневой флот – это такие старые суда, они перевозят нефть, и, понимаете, они не застрахованы. Я это слышал в том числе от наших экспертов. Я в данном случае не возьмусь судить, все ли эти суда застрахованы. Не возьмусь. Но я бы обозначил вот какой момент. По текущим оценкам, то есть оценкам на 2025 год за первое полугодие, порядка 80% всей нефти, которую мы отправляем морем, идет в Индию. Вот такие оценки есть за отдельные месяцы. А в Индию, скажем, в июне было отправлено порядка чуть более 2 миллионов баррелей в сутки. Тут вот какой момент. Забавный момент. Вот такие характеристики требуют уточнений. Это 80% не 100% нашей нефти. Это 80% от Urals. Но вот такое утверждение, что 80% российской нефти, это тоже то, что мы видим в западных изданиях.
Так что я сейчас как бы вас предостерег от того, что какие-то доли, которые вы можете увидеть, они могут, ну, вот не совсем так выглядеть в реальности, как они там подают. Обозначили? Обозначили. Теперь идем дальше. Причем тут Индия? Ну вот в июне более 2 миллионов баррелей в сутки российской нефти, Юралс в основном, шло в Индию. В Индии до введения санкций против, по-моему, Ингосстраха было аккредитовано 4 российские страховые компании из топ-10 наших страховых компаний в качестве компаний, которые могут страховать суда, заходящие в территориальные воды Индии. Внимание, вопрос. А точно суда, которые заходят в Индию, они не застрахованы? Я ведь тут, наверное, должен еще пояснить. Есть одна иранская компания, которая тоже аккредитована морским ведомством Индии. Есть ряд просто крупных игроков, ну, таких, знаете. Есть ряд игроков из Юго-Восточной Азии, тоже страховщиков, которые страховка которых признается Индией. Суда вообще не могут ни у кого застраховаться. И тут мы должны задаться следующим вопросом. Возможно, наши западные партнеры как бы подразумевают под незастрахованностью этих судов, недостаточной страховой обеспеченностью этих судов, там какие-то такие формулировки тоже присутствуют, а следующую мысль, они не застрахованы у Ллойда, они не застрахованы вот в рамках, опять же, этой западной экосистемы морских перевозок. Что за зверь эта западная экосистема морских перевозок? Это такое же условное понятие, как теневой флот российский. Но оно более четко обозначено, потому как оно включает в себя доминирующих, по сути, игроков из числа перевозчиков. В первую очередь это греческие, мальтийские, кипрские суда, ну, по крайней мере, по странам приписки, если мы будем брать. Не только там эти компании базируются, но вот значительная часть тех, кто перевозил нашу нефть, они оттуда. Раньше, до 22 года, до 5 декабря 22 года, вот, кто перевозил нашу нефть. Плюс сюда входят компании из стран Большой Семерки и Европейского Союза, которые занимаются финансовыми услугами, брокерскими услугами и страховыми услугами. Вот это все экосистема. То есть это судовладельцы из Большой Семерки и Евросоюза, и все остальные, кто обеспечивает те или иные операции, необходимые при морской транспортировке грузов. Все. Вот это экосистема. Звучит не так страшно, как теневой флот, но, если хотите, можем назвать ее злой западной экосистемой. Вот, знаете, злая западная экосистема. Вот мы практически от нее сейчас не зависим, и вот тут мы ко второму обстоятельству переходим. Обстоятельство второе заключается в следующем. По западным оценкам, то есть не мы придумали, не мы вот с Максимом взяли, посчитали, нет. Это Брюгель публикует, если я правильно помню, Кеплер, и ряд других, ну, довольно крупных, уважаемых структур. Они публиковали оценку объемов российской нефти, точнее, доли российской нефти, перевозимой морем, которая перевозится за пределами западной экосистемы. Они, притом, отдельно, некоторые из них считали долю нефти, которая перевозится за пределами западных перевозчиков, то есть перевозится какими-то другими судами, откуда-то еще. И кто перевозится за пределами страхового вот этого западного покрытия. То есть не пользуются услугами западных страховых компаний. И получалось, что вот к началу 2025 года более 70% нефти, которую мы отправляем морем, ну, в зависимости от месяца, на который мы смотрим, ну, вот более 70%, экспортировалось за пределами вот этой западной экосистемы. То есть вот этим теневым флотом. Некоторые вещи, которые связаны с теневым флотом, безусловно, оправданы. Ну, то есть там какие-то вещи, которые про него говорят. Там есть фирмы-однодневки. Но, как бы так выразиться помягче, если вы принимаете санкции против владельцев тех или иных судов, то лучше для владельца этих судов, чтобы он был, знаете, какая-нибудь фирма, зарегистрированная в одном офисе, где-нибудь в какой-нибудь башне в Дубае или в Гонконге.
чтобы как только санкции ввели, генеральный директор с замом генерального меняются местами, и в том же самом кабинетике регистрируется другая фирма, которая удивительным образом получает право владения вот этими судами, которые раньше ходили под вот той фирмой. Все. А учитывая, опять же, что на излете срока Байдена были введены какие-то чудовищные санкции против огромного количества компаний такого рода, стоит ли удивляться, что эти компании подстраиваются под такую систему воздействия и не хотят представляться такими крупными холдингами, крупными такими вот агрегированными предприятиями, которые объединяют сразу там сотни судов. Нет, это небольшие компании по десятку, а то и по единице, нескольким, до 10 или на несколько десятков судов. Вот принадлежит компании. Сидит компания в каком-то офисном центре в Гонконге. Какие претензии к этому офисному центру и к Гонконгу и к этой компании? Есть претензии к компании? Хорошо, к центру быть претензий не может, Гонконгу тоже быть не может, наложили санкции на компанию. Хорошо, вместо этой компании появляется другая. И с ней опять можно иметь дела. Вот такие, так интересно складываются обстоятельства. То есть это ответ на ваше давление. Это не ухудшает ситуацию, это не повышает количество рисков, потому что, по большому счету все понимают, с кем эти компании связаны. Далее. Учитывая, что покупатель нефти аккредитовал страховщиков за пределами вот вашей этой экосистемы, надо ведь понимать, что, наверное, какое-то страховое покрытие у этих судов есть. И каска, и ОСАГО, так в кавычках, если. То есть, если с вами что-то случается, вам денежку вернут, и если вы что-то сделали, тоже вот оплатят тот ущерб, который вы нанесли. Там есть ряд этих продуктов страховых, я для простоты, что как ОСАГО и каска. Вот, их можно представить. Вот. И тут возникает следующая ситуация. Точнее, повод. Тут какие-то безобразия происходят у берегов Ливии. И там из теневого флота какое-то судно, вот у него какая-то мина управляемая, какое-то прочее безобразие, вот какой-то разлив, ай-яй-яй. А давайте мы теперь всех будем проверять. Ведь это же так небезопасно. Но то, на что нам надо обратить внимание, когда мы говорим об этой ситуации. Есть ли страховщики, которые с нами работают? Есть. Есть ли суда, которые перевозят нашу нефть? Есть. И, кстати, возраст этого флота, опять же, по западным оценкам, не мы тут посчитали, молодеет. То есть, просто вы не могли сразу заказать суда, получить эти суда, не могли перекупить у кого-то какое-нибудь судно. А вот там какая-нибудь греческая компания заказала судно, а теперь понимает, оно ему не нужно, потому что нет такого количества заказов. Тут вы красиво к нему приходите и говорите, а мы можем купить. И покупаете, у вас флот молодеет, потому что, уже более-менее настроены все процессы, через вас идут поставки, вам хорошо, этим плохо, но это их проблемы, что этим плохо, вам-то хорошо. Вот. А то, что они пытаются у вас обратно этот кусок рынка выдернуть, так у вас есть когти, у вас есть зубы, вы держите, вы царапаетесь. Может, вырвут, но вы будете стараться, чтобы не вырвали. Для нас это что означает? Вот это все. Для нас это означает, что формировать вот эту альтернативную экосистему надо, чтобы полностью мы на нее не перешли. Второе. Нам нужен круглогодичный доступ к Северному морскому пути. А это, в свою очередь, означает, что не просто нужно, а очень-очень-очень нужно, или, как говорил классик, архиважно, иметь свое судостроение, которое не зависит от Китая, Южной Кореи, Норвегии и прочих не менее уважаемых игроков. Свое судостроение нужно иметь, способное решать любые задачи, которые необходимы нашей нефтегазовой отрасли, потому что давление никуда не исчезает. И надо исходить из того, что оно никуда не исчезнет. И выстраивать свою стратегию нужно, исходя из того, что оно никуда не исчезнет. Исчезнет? Хорошо. Пусть идут к нам, договариваются, а у нас уже будет свое все подготовлено. Чем больше у нас своего, тем меньше возможности на нас давить. Вот как-то так. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещаем на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, дорогие друзья, подпишитесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и телеграм-канал «Инфотек». Вам не сложно, мне приятно. Все, на сегодня. Всего хорошего.